Семен не очень любил людей, хотя в общении чаще всего был приятным собеседником, но неприятно ему было чье-либо общество. Все же больше по душе ему было находиться один на один с тайгой. С самого раннего детства отец прививал ему простые, но понятные ценности: относись к тайге как к родному дому. Не бери лишнего. Помогай слабому. Казалось бы, каждый знает, что есть хорошо, но почему-то мало кто следует этой дорогой, руководствуясь лишь корыстью да выгодой. Вот и Андрей, тоже один из местных, не разделял этого мнения. Его правила гласили: живем один раз, а потому бери все, что можешь. Так он и поступал круглый год, промышляя в тайге несмотря ни на какие правила и запреты. Часто Семен с Андреем ругались по этому поводу. Семен прекрасно знал, что творит Андрей в тайге, оставляя после себя полный бардак и беспредел. Мужчина пытался уже и по-хорошему найти общий язык с браконьером, и законом пугал, и ответственностью. А тот только улыбался в ответ: «А ты докажи, что я не пойман, значит не вор». Обычно на этом разговор их и заканчивался. Сегодня выдалась очень суровая ночь даже для здешних мест. Это было непривычно. Столбик термометра опустился аж до -40. В такой мороз даже деревья начинали потрескивать. А что уж говорить о живности, населяющей эти края. Растопив с утра печь, Семен, глядя на уютно потрескивающее поленье, вдруг подумал: а может, не ходить сегодня? Ну не на работу же. Но тут же взял себя в руки и начал собираться в путь. Парень уже принял для себя за правило обходить здешние просторы и следить за порядком. Мороз и правда лютовал сегодня. Даже несмотря на то, что солнце уже поднялось, он все еще не спешил сдавать свои позиции. Тут же нос и щеки его стали красными. Семен натянул шапку поглубже. «Хорошо!» — крикнул он, получая удовольствие даже от этого. Сунув ноги в лыжные крепления, он быстро побежал знакомыми тропами, углубляясь в тайгу. В этот раз все казалось тихим и спокойным, никто не хулиганил, творя свои бесправные делишки. Но первое впечатление оказалось обманчивым. Уже совсем скоро Семен увидел следы сетки, ловушку, привязанную к стволу огромной сосны, веревку. Мужчина поднял голову и посмотрел вверх. Так и есть, ловушка сработала, и теперь кто-то сидит там, в темноте и жутком холоде, без возможности даже пошевелиться. Семен громко выругался: «Ты посмотри, даже мороз их не держит». Пошарив в карманах, он вдруг обнаружил, что забыл взять свой любимый нож. «Да как же так?» — с горечью подумал он, глядя на сработавшую ловушку. «Без ножа не одолеть этих узлов, затянуто намертво. Делать нечего, придется возвращаться домой за ножом». Мужчина побежал в обратный путь, чтобы через некоторое время снова вернуться. Пока он шел, в голове постоянно крутилась одна и та же мысль: не замерз ли за ночь тот бедолага, что попал в эту ловушку? Мороз-то не шуточный, даже для жителя тайги это суровое испытание. Подходя к уже знакомому месту, Семен на ходу достал свой нож, чтобы сразу обрезать удерживающую сеть веревку. Но, подняв глаза, он вдруг остолбенел. Прямо под ловушкой стоял, задрав морду, крупный серый волк, украшенный инеем как сказочный Дед Мороз. Семен замер в ожидании, что волк предпримет дальше. А тот посмотрел на человека, а потом снова на ловушку и начал медленно пятиться назад, словно уступая ему свое место. Мужчина понял, что умное животное не собирается на него нападать, а там, в ловушке, возможно, тот, кто ему очень нужен. Парень срезал веревку и аккуратно спустил сеть с добычей на землю, все еще пристально наблюдая за волком, стоящим в стороне и переминающимся с лапы на лапу. Семен разрезал сеть, и оттуда один за одним вдруг начали появляться небольшие волчата. Тут же материнское сердце не выдержало, и волчица кинулась к своим детенышам, заставив Семена быстро уйти. «Вот дела», — подумал про себя Семен. Видимо, весь волчий выводок в сеть угодил. Я уверен, это дело рук Андрея. Недаром же он накануне хвастался, что нашел хорошего покупателя на волчат, и что теперь он хорошо заработать может. Но тут волчица снова привлекла его внимание. 4 волчат радостно резвились вокруг нее, а вот 5-й все еще никак не мог встать на лапы, беспомощно барахтаясь на месте и скуля от боли. Волчица тыкала его носом, будто желая помочь тому подняться. Да вот только все бесполезно. Несчастный волчонок так и не смог встать.
Это означало только одно: следующая ночь в тайге станет для него последней. Но тут волчица снова удивила видавшего многое мужчину. Она аккуратно взяла волчонка за шею и направилась прямиком к Семену. Тот непроизвольно попятился, а рука сама потянулась к карабину. Не доходя примерно метров 10, волчица также аккуратно положила своего волчонка на снег, не отводя взгляда от человека. И тут Семен понял, что только что произошло. Дикая хищница, понимая, что ее дитя обречено, решила отдать его в руки человека. Если бы кто-то такое рассказал Семену, вряд ли бы он поверил. Но тут все происходило на его глазах. Итак, волчонок, получивший кличку Кай, стал жить вместе с Семеном. У него оказались сломаны сразу 2 лапки, поэтому он не мог встать там, в лесу. Но зато теперь это уже взрослый, матерый волк-красавец, наводящий ужас на деревенских собак. Семен зашел в дом, громко хлопнув дверью. Он только что снова сильно повздорил с Андреем. Тот, напившись, решил устроить с ним разборки и полез в драку. Хорошо, что хоть мужики разняли. Но гадости про себя он наслушался всласть. Эх, опять в тайгу ушел. Хоть бы он сейчас разделил мою обиду, с горечью подумал Семен. Поужинав и немного остыв, мужчина отправился спать. Ох, и хорошо спится студеной морозной ночью, когда за окном лютует непогода. А ты лежишь у теплой печки и смотришь цветные сны. Да только в этот раз ночью Семена не выдалась беззаботной. В самый разгар ночи он проснулся от едкого запаха дыма. Открыл глаза и обомлел, все вокруг горело. Пожар, пожар. Да как же так? Нужно спасаться. Схватив штаны да рубаху, Семен кинулся на улицу. Но в этот момент балка рухнула с потолка, оглушив мужчину, и тот рухнул прямо на пол горящего дома. А как же болит голова? И почему так холодно? Семен открыл глаза и увидел перед собой пожарных и сотрудников скорой помощи. Очнулся, ну молодец. Подбодрил Семена молодой пожарный, перепачканный сажей. А мы тут поджигателя твоего поймали. Вон, знаешь его? Семен приподнял голову и увидел Андрея со связанными руками. По его лицу текли слезы. Кажется, вместе с трезвостью к нему начало приходить осознание того, что он натворил и как ему придется за это отвечать. «Да, знаю. 100 лет бы его не знать», – пробормотал Семен. А потом вдруг в его голове созрело осознание, что именно этим людям он и обязан своей жизнью, и он должен их хотя бы поблагодарить. «Спасибо вам», — сказал он, обращаясь все к тому же пожарному и медику. «Спасибо, что спасли, из огня вытащили, от страшной смерти уберегли. Да нам-то за что?» Снова заулыбался пожарный. «Это вон собаку свою поблагодари. Красавец, прямо в огонь за тобой кинулся. Мы только подъехали, глядим, он тебя уже и за шиворот тащит. И как только сил у него хватило». Видно было, что парень о чем-то задумывался, разглядывая Кая. «А слушай, друг, а что за порода такая? Хотел бы и себе такого красавца завести». Семен с благодарностью посмотрел на своего волка и ответил. «А это, брат, штучная порода, такое уж и не купишь. Друг, называется эта порода, которой за тобой и в огонь, и в воду». На этих словах глаза этого сурового мужчины вдруг увлажнились, а сердце наполнилось любовью и благодарностью к этому волчонку, которого когда-то он спас посреди таежного леса. Дорогие друзья, если вам понравилась история, обязательно оставьте комментарий и подпишитесь на канал. До свидания.